Николай Константинович Рерих. Картина «Будда Победитель» была написана в 1925 году. На картине изображен Будда, великий духовный учитель и провидец, постигший тайну человека и Вселенной, тайну смерти и бессмертия, тайну прошлого и будущего. Окруженный причудливыми нагромождениями подземной пещеры, освещенный светом его могучего духа, он видит грандиозную картину круговращения бесчисленных миров и существ, их населяющих. Он видит цель их существования и красоту завершения их эволюции. Что же мы знаем о Будде? История жизни Сиддхартхи Гаутамы, сына индийского царя Шуддахаданы, относит нас к событиям, произошедшим 2500 лет назад. Будучи царского рода, Гаутама уже с детства отличался своей непривязанностью ни к изысканной еде, ни к богатым одеждам, ни к роскоши дворца. Став юношей и посетив деревушки бедняков, царский сын увидел оборотную сторону жизни, полную безысходных страданий. Испытывая глубокое сочувствие к людям, Гаутама погрузился в поиски средства, которое бы освободило людей от страданий. Он покинул царский дворец, чтобы стать отшельником. Учась у духовных учителей Индии, Гаутама прошел через многие ступени познания мира и человеческого сознания. Он пришел к выводу, что как изнеженность тела и погружение в чувственные удовольствия не дадут освобождения от страданий, так же и изнурение тела аскетизмом не даст его. Однако это не помогло ему разрешить тайну страдания людей. Он решил искать ее в себе самом. Его медитации, размышления и тот опыт, который они дали ему, привели его к открытию глубинной причины страданий. Она была в темных порождениях ума и чувств самого человека, его гнева, ненависти, зависти, самомнения, страха, алчности. Люди страдают не только из-за болезней и социальной несправедливости, но и вследствие собственных пороков и недостатков. Но главное, что в озарении увидел Гаутама, все страдания возникают в результате незнания, невежества человека, отрыва его сознания от подлинно реального и погружения в мир приходящего, постоянно текущего и изменяющегося вокруг и в самом человеке. Человек стремится и ценит то, что не ценно на самом деле, потому что является иллюзией, а не реальностью. Так Гаутама, став Буддой или просветленным, назвал невежество величайшим преступлением, ибо от него происходят все бедствия человека. Вот почему до тех пор, пока люди не изменятся внутренне, ничего нельзя будет поменять и внешне. Необходимы личные усилия по освобождению человека от своих недостатков в труде каждого дня, ибо все они были когда-то приобретены им самим. Только суровое очищение от дурных свойств, покорение себя, а не рабство самому себе, должно стать целью человека. И в этом человеку может помочь только развитие его собственной воли, ибо без нее неосуществим контроль над низкими и беспорядочными мыслями, чувствами, словами, поступками, а значит, не может быть успеха на пути совершенствования. Человек должен осознать, что если слово и звук имеют большую власть, то мысли так же реальны, как все, что нас окружает.
Принадлежа миру более тонкой материи, они невидимы, но также неотвратимо воздействуют на людей и все окружающее. Все в мире настолько взаимосвязано, учил Будда своих учеников, что само появление человека было бы невозможно без окружающей его природной среды, ибо он состоит из ее элементов. И само рождение в этом мире – это всего лишь проявление человека в нем, а то, что люди называют смертью, это лишь прекращение этого проявления и возвращение в свое бессмертие. Но осознание своего бессмертия возможно и на земле, если человек сумеет осознать свое высшее «Я». Человек в основе своей троичен, и, имея смертное тело личность и смертную душу, он владеет и бессмертной индивидуальностью. Именно последняя многократно воплощается в различные тела в физическом мире. Обращаясь же к своим светским ученикам, Будда указывал им непременно развивать в своих детях их творческие способности и стремление к накоплению знаний. Тем, кто привязан к собственности, он советовал отказаться от нее, и не столько внешне, сколько в своем сознании. Он говорил, что можно жить в окружении вещей и не быть связанным ими, то есть не быть жадным собственником и их рабом, но можно, не имея вещей, страстно их желать, отравляя свое сердце. Тот, кто не привязан к богатству и кто, обладая им, праведно употребляет его, будет благословением своим ближним, говорил Будда. Давая прогноз о далеком грядущем, Будда утверждал, что тесная взаимозависимость всего в мире в будущем приведет к объединению человечества в мировую общину, ибо процветание народов возможно лишь на основе доброго и созидательного сотрудничества людей.